8 января 2004 года воды Саутгемптона увидели поднятие британского флага над самым грандиозным пассажирским судном в истории человечества. Queen Mary 2, флагман Cunard Line, готовился к первому трансатлантическому переходу, завершая амбициозный проект конца 1990-х, призванный возродить золотую эру океанских путешествий. Детище знаменитого морского архитектора Стивена Пейна создавалось не как обычное круизное судно, а как настоящий океанский лайнер для регулярных переходов через непредсказуемую Северную Атлантику. Построенный на верфях Chantier de l'Atlantique в Сен-Назере, корабль обошелся Cunard примерно в $900 миллионов. «Мы не строили круизное судно с многочисленными бассейнами и водными горками», отмечал Пейн. «Мы создавали настоящий океанский лайнер, продолжателя традиций великих трансатлантических кораблей прошлого, таких как первая Queen Mary и Queen Elizabeth II». Эта философия определила суть проекта. Надежный, элегантный и быстрый транспорт между континентами, а не просто плавучий развлекательный комплекс. Параметры Queen Mary 2 впечатляют. Длина 345 метров, превышает 3 футбольных поля, ширина 41 метр, высота 72 метра над ватерлинией. На момент спуска это было самое длинное, широкое и высокое пассажирское судно в мире с водоизмещением 151 400 тонн. Конструктивно корпус лайнера радикально отличается от типичных круизных судов. Заостренная носовая часть эффективнее разрезает атлантические волны, а усиленный корпус выдерживает экстремальные нагрузки при движении через штормовое море на скорости свыше 26 узлов, около 48 км в час. Уникальна и силовая установка. 4 дизель-генератора общей мощностью 118 мегаватт питают 2 подруливающих устройства в носу и 4 электродвигателя, вращающие винты. Такая конфигурация обеспечивает не только высокую скорость, но и феноменальную для судна таких размеров маневренность. Когда смотришь на Queen Mary 2 в доке, кажется невозможным, что это гигантское сооружение может двигаться, делился впечатлениями один из инженеров. Но в открытом море понимаешь, перед тобой идеально сбалансированный морской инструмент, созданный покорять океан. 12 января 2004 года Queen Mary 2 отправился в первое трансатлантическое путешествие из Саутгемптона в Нью-Йорк. Несмотря на суровые зимние условия, путешествие прошло безупречно, ознаменовав возрождение эпохи регулярных океанских переходов в современном исполнении. С тех пор маршрут между Саутгемптоном и Нью-Йорком стал визитной карточкой лайнера. 7-дневный переход предлагает принципиально иную философию путешествия по сравнению с авиаперелетом. Важен не только пункт назначения, но и само путешествие, возможность прочувствовать переход между континентами, ощутить масштаб океана. Когда стоишь на палубе посреди Атлантики и на сотни миль вокруг только вода, приходит понимание, насколько велик мир, рассказывал один из пассажиров. Этого ощущения невозможно получить, пролетая над океаном на высоте 10 тысяч метров. Помимо трансатлантических переходов, Queen Mary 2 совершает ежегодный мировой круиз, посещает десятки портов на разных континентах, а также регулярные круизы по Средиземному морю, Карибскому бассейну и вокруг Британских островов. Однако главным всегда остается исторический маршрут через Атлантику. Queen Mary 2 представляет собой плавучий город со своими традициями и ритуалами. На 13 пассажирских палубах расположились 5 бассейнов, 15 ресторанов и баров, театр, планетарий, казино, ночной клуб, библиотека с коллекцией более 8 тысяч книг, художественная галерея и множество магазинов. Главное отличие от других круизных судов – особая атмосфера, воскрешающая дух золотой эры океанских путешествий. Вечерами проводятся формальные ужины в вечерних нарядах, после чего открываются двери крупнейшего в море бального зала, где под живую музыку оркестра танцуют пары. Дневная программа включает лекции известных писателей, ученых и политиков, концерты классической музыки, художественные выставки. Для любителей активного отдыха доступны современный фитнес-центр, теннисный корт и беговые дорожки на верхней палубе. Мы стараемся сохранить тот особый дух трансатлантических путешествий,
которым славились лайнеры первой половины 20 века, объяснял капитан Кристофер Уэллс. Предоставляя все современные удобства, мы поддерживаем традиции, делающие переход через океан исключительным опытом. Сохранилось и историческое разделение пассажиров по классам обслуживания. От внутренних кают без окон до роскошных апартаментов с персональными балконами и услугами дворецкого. В зависимости от класса каюты, пассажиры обедают в разных ресторанах. Гости люксовых апартаментов в Queen's Grill, кают среднего класса в Princess Grill, остальные в Британии ресторант. За свою историю лайнер пережил несколько драматических эпизодов. В июле 2006 года во время перехода через Ла-Манш произошел взрыв в машинном отделении. Лайнер временно потерял ход и дрейфовал в проливе, но благодаря профессионализму экипажа ситуация была быстро взята под контроль. В июле 2011 года Queen Mary 2 провел настоящую спасательную операцию. Получив сигнал бедствия от яхты в шторме, капитан изменил курс и направил огромный лайнер к терпящему бедствие судну. Операция завершилась успешно. Яхтсмен был поднят на борт и доставлен в Нью-Йорк. Май 2014 года омрачился трагедией. Один из членов экипажа упал за борт во время работ. Несмотря на немедленно организованную поисковую операцию, спасти его не удалось, что стало напоминанием о неизбежных рисках морской стихии. 9 июля 2015 года, находясь в порту Сент-Джонс, Ньюфаундленд, лайнер привлек внимание мировых СМИ из-за пожара в машинном отделении. К счастью, возгорание было быстро локализовано, никто не пострадал, и судно продолжило свой маршрут. Эти инциденты показывают, что даже в 21 веке море остается опасной стихией, комментировал капитан Уэллс. Никакие технологии не дают стопроцентной гарантии безопасности. Только профессионализм экипажа, строгое соблюдение правил и постоянная готовность к нештатным ситуациям обеспечивают безопасное плавание. В 2016 году, после 12 лет эксплуатации, Queen Mary 2 прошел масштабную реконструкцию стоимостью $132 миллиона. За 25 дней в сухом доке Гамбурга были полностью обновлены общественные помещения, рестораны и бары, каюты получили новую мебель и отделку. Добавлены 15 новых одноместных кают для путешественников-одиночек и 30 дополнительных кают для пассажиров с домашними животными. Мы сохранили классический стиль интерьеров, добавив современные технологии и материалы, пояснял директор Cunard Line по реконструкции. Наша цель – подчеркнуть уникальный характер судна, сохранив все, за что пассажиры полюбили Queen Mary. После модернизации лайнер вернулся на свой трансатлантический маршрут, продолжая традицию, начатую в 1840 году, когда пароход «Британия» компании Cunard совершил первый регулярный рейс через Атлантику. За годы эксплуатации Queen Mary 2 трансформировался из обычного транспортного средства в подлинный культурный феномен, став символом сохранения морских традиций в эпоху доминирования авиации. Лайнер превратился в плавучую платформу для разнообразных культурных событий. Здесь проводились презентации литературных новинок, кинопремьеры, дефиле модных домов, художественные экспозиции, музыкальные фестивали и научные симпозиумы. Исключительным явлением в истории современного мореплавания стали встречи трех королев. Уникальные события, когда весь флот Cunard Line, Queen Mary 2, Queen Victoria и Queen Elizabeth одновременно собирается в одном порту. Эти редкие встречи превращаются в масштабные морские празднества с пиротехническими шоу, парадами судов и многотысячной аудиторией наблюдателей на прибрежных территориях. Флагман Cunard занял прочное место в современной популярной культуре, регулярно появляясь в кинематографе, телевизионных программах, литературных произведениях и музыкальном творчестве. Знаковым событием в мире высокой моды стало фэшн-шоу легендарного Карла Лагерфельда, представившего на борту лайнера коллекцию Chanel, вдохновленную ностальгией по золотому веку трансатлантических путешествий. Спустя почти 2 десятилетия после дебютного плавания Queen Mary 2 сохраняет уникальный статус единственного в мире судна, специально спроектированного для систематических трансатлантических переходов.
Несмотря на конкуренцию с авиационной индустрией, предлагающей преодолеть Атлантический океан за считанные часы, билеты на трансатлантические рейсы этого лайнера бронируются на многие месяцы вперед. Этот факт наглядно демонстрирует, что даже в современную эпоху технологического прогресса, высоких скоростей и хронического дефицита времени сохраняется потребность в размеренных, величественных путешествиях, позволяющих подлинно прочувствовать масштабы нашей планеты и погрузиться в романтическую атмосферу океанского плавания. Королева Мария II никогда не был и не будет самым быстрым способом пересечь Атлантику, подчеркивает капитан лайнера. Но он всегда будет самым элегантным, самым романтичным и самым запоминающимся. И пока существуют люди, ценящие эти качества, Queen Mary будет продолжать бороздить океанские просторы, сохраняя и передавая будущим поколениям славные традиции трансатлантических путешествий.